Так, друзья, всем привет! На канале Моторсрак. Это у меня будет первое видео на новом рабочем месте. Полное видео имею в виду. Здесь я собирал ТГЛ-ку MAN D0834. Двигатель собранный. К сожалению, снять мне его не удалось. Как это все сделалось? Буду сейчас его устанавливать. Сейчас для вас попробую снять DAF 105. Сильные газы в системе охлаждения, антифриз уходит в большом количестве, залита вода. Сейчас я заводил, сделал диагностику, соответственно, я перед этим прокрутил коленвал, подпора нигде не было, двигатель крутится, завелся тяжело, но дымит, сразу запарил, то есть для этого, собственно, и нужно было мне заводить его. И с расширительного бачка сразу же начал выкидывать антифриз. Сделаю выводы такие, что у нас проблема либо с головкой, либо просадка гильзы, что, собственно, является частой проблемой данных автомобилей с такими двигателями. Вот. Приступим к работе, попробую что-то снять. Может быть, видео не получится прям очень хорошее, как он был раньше, при помощи приятеля с разбор груз, который, соответственно, снимал и монтировал. Здесь мне будет приходиться делать все самому, сам снимать, сам разбирать, сам же монтировать и сам же выкидывать. Все сам. Вот, поэтому не обессудьте за качество съемки и качество самого видео. Делаю как могу. Ну, раньше делал, вроде получалось, потом подзабросил. Да. Приступим. Так, сняли мы клапанную крышку. Мостики на месте. Все. Поэтому определенный цилиндр выявить будет сложно. Снимаем все форсуночки. Нет, короче, одной рукой мне это все делать неудобно. Штатив будет. Буду снимать, пробовать подробнее. Сейчас я сниму эти коромысла и откручу форсунки, достану. И дальше мы увидимся. Так, друзья, подергал я форсунки. Выдернул их с своего места. Смотрим на их состояние. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Как вы думаете, в каком из этих цилиндров будет проблемка? Два, три, четыре, пять, шесть. По моему мнению, третий цилиндр слишком вымытый распыл. Говорит о том, что туда скорее попадает антифриз и вымывает его. Также немножко есть в шестом отслоения какие-то и вымывание, и даже, по-моему, след антифриза. Пока между третьим и шестым. Сейчас увидим камеры. Так, друзья, проблема обнаружена. В пятом цилиндре есть вот он, антифриз, уже попадание всеми известная уже проблема у нас идет
Вот, и между ГБЦ и гильзой под макрелом. Но это мелочь. Смотрим 6-й цилиндр. Вот в 6-м цилиндре у нас вот так вот размыто. Сейчас настроим. Вот у нас, мы видим, попадает антифриз. Чуть-чуть борщил. Что будешь делать-то? Вот здесь вот между головой и гильзой. То есть, если мы сейчас дадим давление, у нас тут будет течь. Сейчас попробуем это сделать, собственно. Вот, потому что гильзу я посмотрел, вроде никаких следов трещин не увидел. А вот по стенке гильзы видно, что течет. Будем пробовать давать давление. Вот, друзья, дал давление небольшое. Видно, что у нас тут появляются капельки и стекают прямо по жаровому поясу. То есть вот было влажно, просто сейчас уже видно, что прям капли. Потому что сейчас там залит уже не антифриз, уже вода. Подливали воду. Поэтому такого цвета белые капли воды. Вот. Ну, в любом случае, это подъем головки, опрессовка головки, ну и, соответственно, визуальный осмотр прокладки и замер выступа гильзы. Это дальнейшие шаги нашей работы. Ну, предварительно надо все это согласовать с клиентом. Так, открутили мы все, что нам необходимо для снятия ГБЦ. Выпуск, впуск. Болты ГБЦ открутили. И теперь можем производить подъем головки блока цилиндров. Вот у нас, опа, пройдите. Так, у нас вот гильза сильно просела и вымыла. Видно. 6-я. Также вот по прокладке у нас видно. Что она гуляла. Надо поднимать эту гильзу и смотреть, что там с блоком. Так, друзья, вот у нас вот такое повреждение на блоке имеется. Чтобы нам исследовать тщательно, что там у нас, нам необходимо достать эту гильзу. И если фрезеровать будем, то, соответственно, доставать 5-ю. После того, как посмотрим, что с блоком, будем еще замерять все остальные
визуально по ним все хорошо, то есть по прокладке прилегания было на всех. Это пятно интересно, конечно. Ну, ладно, это все промерять будет. Будет все промеряться и смотреть выступ фактически. Сейчас нас больше интересует, что у нас все-таки с блоком на 6-м цилиндре. Ну и состояние, соответственно, самой гильзы с обратной стороны. Вот, приступаем к снятию поддона. Лезем вниз. Теперь я работаю с ямой. Видно у нас, что двигатель немного подсапунивал, им потекало где-то масло. Ну, либо это все сапуна и было. Вот. Ну, сейчас снимем поддон, полностью уже все продиагностируем. Для того, чтобы снять поддон, нам необходимо снять стартер. Нам необходимо открутить вот эту вот планочку. Ну и откручиваем, соответственно, поддон и снимаем его. Приступаем. Сняли мы стартер, сняли мы там сапун, отвели в сторону трубку сапуна. Также открутили плашечку спереди. Сливаем поддон. Также не забываем мы фишечку уровня, датчика уровня масла. Сливаем поддон корыта. Ой, вода в первую очередь пошла. Значит, у нас антифриз, ну то есть вода, также попадала и в поддон. Но, скорее всего, через кольца поршней. Пока двигатель стоит, соответственно, набирается полный поршень у нас антифриза, в данном случае воды. И вот капля даже висит. Вот, и, соответственно, уходит через кольца вниз. Поэтому надо будет смотреть еще шатун. Сейчас и поршень выводить вверх, смотреть, не погнул ли шатун, прежде чем мне его откручивать. Потому что сколько он так ездил, заводился, был ли гидроудар, этого я не знаю. Надо все проверять. Сейчас так сливается масло у нас. И будем снимать поддон. Снял я поддон, и тут видно вот здесь вот, что эмульсия прям набегала. Уже маслицем слил, когда снял, было лучше видно. То есть вот здесь, опа, скорее всего, тоже где-то будет следы антифриза. Соответственно, 6-й цилиндр протекало все. Так, в целом здесь вот так все выглядит. Снимаем мы сейчас 6-й цилиндр, откручиваем и достаем этот поршень. И на гильзе видно очень хорошо прилегание было. Вот здесь заканчивается. И здесь все выжрано. Дальше опять прилегание. Гильза у нас оригинал. С каким номером? Значит, ничего не менялось.
Так, а здесь, друзья, мы видим, что прилегание было по всей плоскости гильзы. Вот, но в системе охлаждения у него, конечно, тут ого-го, что творится. Так, вот ездим на воде и так далее. Ну, здесь вот начало чуть-чуточки начало только начало. Но так в целом здесь прилегание было. Ну, соответственно, сейчас выступы мы замерим везде. Нам необходимо было снять, чтобы понять. Но здесь я даже не знаю, что получится ли сделать. Либо это фрезеровать 0,50 выйдет, не выйдет. Потом у нас вышло очень много и по борту здесь снялось, и снизу, и тут вымыло хорошо. Сможет это ли восстановить, сможем, пока неизвестно. Ну, будем пробовать. Закажем гильзу на 50. Ну, 25-ка точно не пройдет, 50 это максимальная. Под 50 будем пробовать. Если нет, придется еще и шайбу добавлять, потому что борт съело много. Так, друзья, мы подготовили здесь гильзы. На этих мы замерили выступ 14-15, 16 местами. Вот. Дал клиент нам добро на их замену этих гильз. По ходу состояние вроде бы неплохое, но так как был перегрев, однозначно, так как уходил антифриз в очень большом количестве, и машина передвигалась и работала. По гильзам ничего плохого в принципе нету. Honda же виднеется, то есть пробег тут больше миллиона. Местами есть следы влаги. Но так как у нас здесь эти места все ржавые, коррозия много было, здесь я немного уже почистил. И так как у нас был перегрев двигателя, скорее всего, вероятнее всего, так как машина долгое время еще работала с газами, и антифриз уходил в большом количестве, поэтому перегрев, скорее всего, был. Ну, вот, а клиент сказал, что он не так давно купил. И еще я заметил только сейчас, что у нас поршень треснул. Один. Это я прям только сейчас заметил. Вот. Так что снимаем все остальные поршня, гильзы, смотрим уже полностью блок состояния. И будем с новыми гильзами все замерять, промерять и ремонтировать, восстанавливать. Так, друзья, снял, достал все гильзы. Везде у нас все прекрасно, кроме как первого цилиндра. На первом также уже начало грызть, проедать. Сейчас мы все зачистим и будем фрезеровать. Фрезернули все. 6,